Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Сегодня предлагаю связать вот такие нежные следочки из слонимской пряжи, слонимский микс. Остались остаточки небольшие, хватает буквально грамм 50, потому что у нас такие они летние, да, такой ажурчик. По центру узор симпатичный. Вяжется очень просто, узор запомнить легко. Я предлагаю посмотреть и связать. У меня вот такие слонимские ниточки, это микс. Крючок 2,75 в кольцо. Провязываем 3 воздушные петли, это столбик. И набираем еще 15 столбиков с одним накидом. И потом замыкаем кольцо. Наша задача провязать в кольцо 15, во втором ряду из каждого столбика провязать 2, получить 30 и через один добавить столбик и получить 45. 45 столбиков, так подтягиваем ниточку, 45 столбиков будем вязать несколько рядочков. Это уже у нас будет основа для слитка. Провязали 15 столбиков, в самую первую петельку мы присоединяемся, ниточку затягиваем. И теперь наша задача сделать увеличение. 3 воздушные петли подъема. В это же место вкалывания мы провязываем еще один столбик. В следующий провязываем 2 столбика. 1, 2. И в следующий 2 и 2. То есть наша задача из 15 столбиков связать 30. 30. А в третьем ряду мы сделаем прибавочку таким образом. В одном столбике будем провязывать 2, во втором 1, 2, 1, 2, 1. И у нас должно получиться вот такое основание. Здесь 15, здесь 30. И в следующем ряду 45. То есть наша задача провязать в одном столбике 2, в следующем 1, 2, 1. И после того мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов просто по кругу. И потом мы начинаем вязать вот такой интересный симпатичный узорчик. Провязали с вами основу. Всего получается у нас 9 рядочков, если считать с самого основания. И теперь начинаем вязать узор. 1, 2, 3 воздушные петли. Это у меня будет столбик. Потом 1, 2, 3, 4. Это уже как бы узор. 1, 2, 3 пропускаем. Внизу столбика вяжем столбик. 1, 2, 3, 4. 4 столбика провязали, 2 внизу пропустили, в центр вяжем веерок. 1, 2, 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика. 1, 2, 1, 2, 3. 2 столбика пропускаем, вяжем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. 4 столбика. Вот. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Внизу пропускаем 3 столбика и вяжем столбик. Вот наш узор по центру следочка такого плана. Теперь вяжем до сам следок, просто столбики. Довязала с обратной стороны наши столбики, дошли до воздушной арочки. В третью воздушную петельку я заканчиваю вязание. Вот. Вяжу 1, 2, 3, поворачиваю в обратную сторону и опять мы вяжем следок там, где столбики. Поворотными рядами вязать намного удобнее, это с одной стороны. С другой стороны, когда мы дойдем до пяточки,
да, вот, допустим, да, вот до этого места, все равно придется вязать поворотными рядами. И узор уже будет немножко другого плана, если вы сейчас будете вязать в круговую, а потом... Ну, хотя на самом деле это не так сильно принципиально, на следочках уж тем более, на ножках не будет никто рассматривать, но мне так вязать удобнее. Вяжем, 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 довязываем. Вот у нас здесь была воздушная арочка. Если вот так вот это представлять, да, довязали. Что делаем теперь? Еще один столбик довязываем. И теперь на этой арочке вяжем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4 полустолбика связали. Дальше по узору у нас 4 столбика, мы их вяжем как есть по факту. 1 столбик с одним накидом, 2, 3 и 4. Теперь у нас с вами по узору веерок. Мы вяжем так: 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, основание с обратной стороны, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Это мы с вами провязали вот такой узорчик. Вот они у нас, вот эти петельки, вот они создают такой интересный красивый узорчик. 5 воздушных петель и провязываем 4 столбика, которые у нас есть по факту. Вот. Раппорт узора 2 рядочка. В одном рядочке мы вяжем на лицевой стороне веерочек, а на изнаночной стороне мы провязываем воздушные вот такие арочки. Опять обвязка идет. 1, 2, 3, 4. Присоединяемся в самое начало наш столбик. Так. Попасть во все петельки вот так. Провязываем 1, 2, 3. Разворачиваемся. Это наш первый столбик. 1, 2, 3, 4. Это наш узор. 4 столбика. Провязываем 1, 2, 3, 4. Веерочек вяжем в центр веера. И вот такой узор повторяющийся. На лицевой стороне вяжем веерочек, на изнаночной вяжем воздушные арочки. Вот. На лицевой вяжем воздушные арочки, на изнаночной мы их обвязываем. Получаем такой симпатичный, интересный узор. Четыре столбика, все по узору. Запомнить легко. Я думаю, что совсем не сложно. Запомнить и повторить. 1, 2, 3, 4. И вяжем, где наши 4 столбика находим. Вот. И получаем такой симпатичный узорчик. Попробуем повязать. Вяжем до пяточки. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это не считаем. 6 рядочков. 6 вот таких воздушных. 6 веерочков, значит 12 рядов. Потому что веера мы вяжем только на лицевой стороне. Вот. До пяточки вяжем. Дальше будем вязать еще вот такие окошки интересные. Я провязала следочек до пяточки. У меня получилось 6 таких вот окошечек, 6 веерочков. И теперь наша задача перейти соединительным столбиком. Ну, можно просто ниточку отрезать. Вот. Можно перейти соединительным столбиком в центр вязания, с которого мы начнем вязать нашу пяточку. Вот так просто переходим. Вот. 2 столбика из 4 мы оставляем, а 2 мы будем вязать в обратную сторону.
получается у нас 2 столбика. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И дальше наши столбики идут, как они у нас и шли. Вот. То есть мы будем провязывать пяточку и оставим вот такой еще узор симпатичный. Также мы вяжем, 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 доходим до 2 столбиков и разворачиваемся в обратную сторону, для того, чтобы у нас останется в центре вот такой узор. А будем вязать поворотными рядами туда и обратно. Я связала на пяточку, у меня получилось 1, 2, 3, 4 окошка. 4 окошка. И скругленную пяточку я сделала. Это надо будет посмотреть вам, я покажу. Пока вяжем пяточку, не довязывая 2 последних рядов. В 2 последних рядах мы будем делать закругление. Последние 2 рядочка нашей пяточки я предлагаю связать таким образом. Поделили полотно пополам. И в центре у меня оказалось нечетное количество, 3 столбика. Если четное, то 4. Столбика мы вяжем, смотрите, столбиком без накида. 1, 2, 3. Ну вот. Все остальное столбиками с одним накидом провязываем. Один ряд и второй. И у нас получается закругленная пяточка. Провязала я пяточку, она может быть у вас больше и меньше. На изнаночной стороне вот такая выемка получается. На изнаночной стороне сшиваем столбик в столбик нашу боковиночку. Вот. Я просто сшиваю вот так, прикладываю и насквозь провязываю столбиком без накида. Надо, конечно, все аккуратнее приложить. Вот. Прошиваю все насквозь туда и обратно. Туда и обратно, чтобы выйти на шовчик наш. И после того, как мы все сшили, один ряд вот, сшили, и я ряд привязываю полустолбиками, просто вот так вот всю сторону, и все, и у меня получается вот такой следочек. Хотите повыше, можно сделать повыше. В итоге мы получаем такой интересный следочек из остатков пряжи. Я думаю, что следки лишними не будут, потому что они снашиваются хорошо, их можно всегда подарить. Вот такие интересные у нас по бокам ажуры, в центре такой интересный узорчик, и в общем и целом следочек из остатков пряжи готов. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Дзен, Telegram. Очень рада вас всех видеть, слышать. Обязательно пишите комментарии, будем вязать вместе.